Привет из мира VR, с вами Мрова, и сегодня я покажу последнее обновление моего VR-мода для Subnautica. В них я продолжаю пытаться приблизить мод к полноценному опыту VR-игр. В этом видео я буду показывать игровой процесс до установки моего мода с оригинальным Submerged VR и после установки моего мода с последним обновлением версии 0.4. Раньше ничего нельзя было делать левой рукой, и она использовалась только, чтобы смотреть на показатели, когда весь функционал шел только на правую руку. Теперь левой рукой можно подбирать предметы, например, плавая на глайдере, можно попробовать поймать какого-нибудь бумеранга, или освободить обе руки и собирать грибы в 2 раза быстрее, сразу двумя руками. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Раньше интерфейс строительства был неудобный и огромный, перекрывал отображение рук, и была путаница с кнопками, потому что приходилось открывать это меню на триггер, выбирать на триггер, но строить нужно было не на триггер, а на кнопку А когда ты нажимал триггер, открывалось новое меню. Теперь инструмент строительства находится прямо на инструменте, как будто бы проецируясь. Можно выбирать левой рукой, что хочется построить, и строительство происходит на кнопку триггер, а не на кнопку А, что более интуитивно. А на А теперь, собственно, открытие самого выбора интерфейса. А чтобы поворачивать, нужно касаться кнопок X или А. Раньше левой рукой нельзя было открывать интерфейс и взаимодействовать как-либо с ним, а интерфейс рецептов перегораживал экран и мешал нормальному обзору в игре. Теперь левая рука может взаимодействовать со всеми интерфейсами в игре, а рецепты можно увидеть на правой руке, и только тогда, когда тебе это захочется, что не мешает обзору. Можно сделать стазис-винтовку. Иди сюда. Раньше нельзя было брать инструменты в 2 руки никаким образом, поэтому приходилось прицеливаться только одной рукой. При этом попасть точно по цели было достаточно трудно, ведь нет никакого лазерного целеуказателя, чтобы подсказывал. Но теперь левая рука помогает в прицеливании, и когда я держу инструмент в 2 руки, я могу видеть лазерный целеуказатель, который мне помогает лучше прицелиться и попасть точно в цель. Также можно брать в руки и другие инструменты, например, лазерный резак, ремонтный инструмент, пропульсионную пушку, оп, опа, водостойкий контейнер и сборщик транспорта. Тоже можно брать в 2 руки. Да, это не имеет практического смысла, но это приятная мелочь. Раньше всплывающие сообщения перегораживали часть экрана и мешали нормальному обзору в игре. А теперь информация об объекте и сообщения показываются на левой руке и не загораживает экран. Конечно, все эти изменения можно настроить и вернуть, как было в меню. Тут же можно поднастроить плавность поворота головы игрока или какой-нибудь отдельной техники. Или, например, изменить смещение камеры в крабе, если ваши ручки не дотягиваются до рычагов, чтобы вам было удобней. Кстати, теперь все опции оригинального мода Submerged VR переведены на русский язык. А еще они сохраняются, если запускать игру не в VR режиме. Да, раньше было как-то странно, ведь все сбрасывалось, если зайти в игру без VR. Еще ранее камеры комнаты сканирования работали некорректно, и можно было повернуть, например, джойстиком вверх или вниз, переворачивая камеру, или физикой можно было столкнуться с каким-то объектом, и он тебя выворачивал куда-то. И это очень сильно влияло на вестибулярный аппарат и вызывало тошноту. А еще почему-то были видны руки, когда ты находишься в дроне, и поворачивая голову, фонарик не поворачивался в направлении, куда ты смотришь, и движение вперед шло куда-то в бок, а не, опять же, туда, куда ты смотришь. И можно было даже кусок как будто бы дрона увидеть. Ой, я могу вывернуться, увидеть дрон со стороны. Настолько это криво работает. И вдобавок показатели на интерфейсе было не разглядеть, они находились слишком справа или слишком слева, и угла обзора в VR недостаточно было, чтобы увидеть, что там за число. Я вижу примерно вот только где-то вот здесь, вот в этом кругу нормальные числа. Теперь, если я приплыву в комнату сканирования и захочу поуправлять камерой, то можно увидеть, что интерфейс камеры сузился, и теперь его намного легче просматривать в VR. Также теперь нельзя прокручивать вверх и вниз, а вместо этого камера как бы поднимается и опускается, что делает управление более удобным. Также была ограничена возможность поворота камеры при столкновениях, чтобы не так сильно укачивало. А еще теперь на кнопке триггер можно переключаться между камерами. Оп, пробуждаюсь. И бонусом теперь можно скрывать метки ресурсов, которые создает комната сканирования, нажатием левого указательного пальца по правой руке. Оба! По аналогии с тем, как это работает с метками по нажатию правым указательным пальцем по левой руке. Так что если кого-то раздражали эти метки, можно теперь просто касаться правой руки. Также обновлены камеры циклопа, и если сейчас на них приплыть и активировать камеры,
то можно будет увидеть, что интерфейс тоже немножечко сузился и можно переключать камеры. А также фонарик следует за поворотом головы. Управление стало более удобным. Но, конечно, самое главное — это новое управление крабом. Раньше рычаги никак не управляли крабом, их нельзя было схватить, не как-то покрутить руками. И чтобы взаимодействовать с объектом, нужно было навестись правой рукой игрока на объект и нажать кнопку взаимодействия, что выбивает из погружения. Теперь, если в него заплыть, можно управлять его руками, хватаясь за рычаги. И они повторяют движения рук. И таким образом можно прицеливаться и, например, хватать рыбу одной рукой, а другой брать какой-нибудь металл. То есть на каждой из рук теперь есть отдельные прицелы, что позволяет более иммерсивно взаимодействовать с миром. Рыба, иди сюда, хоба, попался. Теперь руки краба могут прицеливаться независимо друг от друга и подбирать, например, грибы одновременно с двух мест. А для управления движением и поворотом краба можно схватить рычаги и касаться на кнопку Y для перемещения рукой или касаться кнопки B для перемещения головой. Ну или также потянуть рычаг вверх для прыжка. На руки краба также можно установить модули, например, модули торпедной установки костюма, зарядить отдельно каждую из рук торпедами и стрелять, прицеливаясь отдельно каждой рукой. А чтобы было удобнее прицеливаться и появлялся лазерный целеуказатель, достаточно просто вытянуть руку вперед и стрелять торпедами ровно туда, куда ты целишься, одновременно двумя руками. Вообще игра как будто бы становится не про море, а про каких-то мехов в VR. Совсем другие ощущения. Системы отключены. Ну или можно поставить руки кошки и почувствовать себя человеком-крабом-пауком, ведь теперь можно отдельно прицеливаться одной рукой и отдельно стрелять другой рукой, перемещаясь по пещере. Я, конечно, так не умею, но если приловчиться, наверное, получится. Ой, промазал. Ну или просто можно выстрелить одновременно в разные стороны, переместив краб куда-то вперед. Или, например, поставить две пропульсионные пушки, и одной из них словить какой-нибудь грибочек, а другой попробовать поймать какую-нибудь рыбку, вот тебя, например, и управлять этими двумя объектами одновременно. А когда захочется прицелиться куда-нибудь, просто выпрямить руку и стрелять. Раз и два. Забудил ждуна. Идите сюда, грибочки. Оба. Буду в вас стрелять. Прицелился и стреляю. Еще немного обновилось управление на мотыльке. Теперь если заплыть в мотылек и взяться за штурвал, движение вперед будет идти только на правый триггер, а не на джойстик вверх. Джойстик вверх теперь делает всплытие, а джойстик вниз делает заныривание. Это позволяет более удобно маневрировать при управлении руками. Все эти улучшения были смотивированы вашей поддержкой. Спасибо вам, мои спонсоры, в особенности его, что поддерживает меня на ютубе, и Бэдлаку, и Михаилу Подольскому, что отлично поддерживают меня на бусте. Узнать способ поддержки можно по QR-коду или по ссылке в описании. А инструкция по установке не изменилась с первых версий моего мода, так что можешь посмотреть мое первое видео о моде и изучить, как его можно установить. А я буду потихоньку продолжать обновлять и исправлять проблемы в моде, так что подписывайся на канал, на канале много интересных VR-прохождений, а ссылочка на плейлист про мод Сабнавтики будет, как всегда, в описании. Пока-пока.